Привет, друзья! Как насчет того, чтобы освежить память и тщательно проверить, насколько хорош ваш кругозор? Рекомендуем не медлить и скорее приступать к этому тесту. Желаем вам познавательного и интересного прохождения. Что такое кино? Киноа– это хлебная зерновая культура и отличная безглютеновая альтернатива крахмалистым крупам. Хотя киноа часто заменяет в блюдах злаки, на самом деле это семена того же семейства, что и свекла, мангальд и шпинат. В нем много незаменимых аминокислот. В последние годы гурманы объявили его превосходной альтернативой булгуру, кускусу и рису. Разновидностью какого прибора является анероид? Барометр анероид– прибор для измерения атмосферного давления, в механизме которого отсутствует жидкость в отличие от ртутного и жидкостных барометров Торричеля. Анероид изобретен Люсьеном Види в 1844 году. У какой из данных мастей лошадей хвост и грива светлые, а не черные? Для игреневой масти характерен рыже-бурый цвет вкупе со светлой гривой и хвостом, имеющим разные оттенки, от песочного до сливочного. Если контрастирует или хвост, или грива, лошадку тоже причисляют к игреневым. Называя масть, видимо описывали норов лошади опасливый и бойкий. Название какого из этих блюд переводится с французского как «мороз»? Десертное блюдо из фруктовых или ягодных соков сахара, приготавливаемое при помощи любого желирующего вещества. Слово «желе» заимствовано из французского, где гелия, произведено от глагола гелер– замораживать, замерзать. Благодаря какому роману Оноре де Бальзака в речь вошло определение «бальзаковский возраст»? Бальзаковский возраст– выражение, ставшее общеупотребительным после появления романа «Тридцатилетняя женщина». Героиня этого романа Викантесса де Глемон отличалась независимостью, самостоятельностью суждений и свободой в проявлении своих чувств. В первые годы после выхода романа в свет это выражение употреблялось иронически по отношению к женщинам, которые были похожи или стремились походить на героиню бальзаковского романа. Какой алкогольный напиток делают из кукурузы? Бурбон– вид виски, производимый в США из кукурузы и обладающий золотистым цветом и долгим послевкусием. Главное отличие бурбона от европейского виски заключается в том, что основным сырьем для производства бурбона служит кукуруза, а не ячмень. Самые известные и популярные марки американского бурбона – Four Roses, Wild Turkey, Jim Beam, Heaven Hill, Bulleid, Maker's Mark. Где находится скала Улуру, которой более 700 миллионов лет? Улуру – одна из самых узнаваемых природных достопримечательностей Австралии. Она выделяется тем, что меняет цвет в разное время дня и года, особенно когда светится ярко-красным светом на рассвете и на закате. Эта гора занесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО из-за своего неземного вида и сакрального значения для этой исторической области. Какой корабль впервые начал использовать сигнал СОС при бедствии? Первое достоверно известное использование сигнала СОС приходится на 11 августа 1909 года, когда американский пароход «Арапаха» потерял ход и задрейфовал по пути из Нью-Йорка в Джексонвилл.
Сигнал был принят станцией Объединенной компании беспроволочного телеграфа на острове Хаттерас в Северной Каролине и перенаправлен в офисы пароходной компании. Какое более известное название специи кумин? Зира – однолетняя трава с мелкими плодами. Другие названия – кумин, джира, римский тмин или кмин. Это вторая по популярности специя на Востоке после черного перца. Семена зиры используются в кухнях многих культур как в цельном, так и в молотом виде. Правда ли, что скелет – это часть эндокринной системы? Кости состоят из специальных клеток – остеобластов. По строению они схожи с мышечными и жировыми клетками. Остеобласты производят собственный гормон – остеокальцин, с помощью которого организм регулирует уровень сахара в крови. Таким образом, скелет не только поддерживает мышцы и органы. Он еще и участвует в метаболических процессах. Что такое главелеты? Главелеты – это перчатки с обрезанными пальцами, пришедшие в современную моду из европейского средневековья. В те времена их носили военные, рабочие и крестьяне, согревая руки от холода и оставляя пальцы свободными для труда. Позже главелеты были замечены в бедных американских кварталах. Удобный аксессуар полюбился не только бродягам, но и профессиональным водителям за удобство и практичность. Название какой стрижки совпадает с названием боевого построения? Каре – это один из видов войскового построения, который применялся во время вооруженных конфликтов. Это особое формирование, которое имеет вид геометрической фигуры прямоугольника. Во время военных действий каре использовалось для разных целей. Оно могло служить защитой от атаки противника со всех сторон, образуя неприступную стену вокруг себя. Также каре позволяло эффективно организовывать оборону и удерживать позиции под контролем. Что такое партитура? Партитура – нотная запись оркестровой, хоровой или ансамблевой композиции, объединяющая все партии и отображающая их одна над другой. Партии располагаются в определенном порядке. Партитура лежит на пульте у дирижера, на пюпитре у каждого оркестранта стоит нотная запись лишь той партии, которую должен играть этот музыкант. Кто автор произведения «Белая гвардия»? «Белая гвардия» – первый роман Михаила Булгакова, описывающий события гражданской войны на Украине в конце 1918 года. Роман повествует о семье русских интеллигентов и их друзьях, которые переживают социальный катаклизм гражданской войны. Роман во многом автобиографичен, почти у всех персонажей есть прототипы, родственники, друзья и знакомые семьи Булгаковых. Кто такой Иероним Босх? Иероним Босх был великим нидерландским художником, который жил и творил в эпоху Северного Возрождения. Иероним Босх стал одним из самых загадочных мастеров живописи еще при жизни, а его картины до сих пор вызывают удивление и восхищение. На Босха, смело объединившего в 15-16 столетиях в своем творчестве религию, мораль и жесткий гротеск, в прогрессивном 20 веке наклеили ярлыки алхимика, сладострастного еретика, авангардиста и даже назвали шизофреником. Надеюсь, этот тест для вас оказался полезным и вы узнали что-то новое. До новых встреч!